Ого, посмотрите, сколько клеща, друзья. Крупным планом вам покажу. Это кошмар. Но это хороший результат. Результат обработки, который говорит о том, что препарат работает. Значит, мы с вами много раз говорили о том, что необходимо эффективно обрабатывать клеща. И говорили о профилактике клеща. Я вам приводил видео, на моем канале есть пару видео, в которых я очень подробно говорил о химических препаратах, об их воздействии, влиянии, а также об остатках в меде. Как вы видите, мои семьи уже давным-давно стоят с медовыми корпусами. Соответственно, мы получаем пищевой продукт, и никаких вредных компонентов в нем содержаться не должно. Но при этом, если мы поможем пчелкам избавиться от клеща, мы, конечно же, получим здоровое поколение в зиму, и у нас не будет каких-то сложностей в зимовке. Значит, докладываю вам в качестве отчета, что делал в этом году. Как обычно, безрасплодный период, он вызывается у меня тем, что нет свободной тары, и мне не нужно увеличивать пасеку количественно, поэтому я стараюсь не делать отводки. Соответственно, если я не делаю отводки, у меня объем гнезда ограничен. Понятно, что можно расти до 3-4 магазинов, но не всегда получается так вырасти. Бывает, что семья все же начинает роиться, поэтому некоторые семьи вырастают и больше, но в основном приходится ограничивать засев матки путем ее изоляции или же просто убиранием из семьи. После того, как у нас есть безрасплодный период, мы можем побить клеща. Причем можно даже подождать, пока весь расплод выйдет, если вы будете менять матку, или у вас это семья-воспиталка, или еще какие-то нюансы. То есть у вас есть возможность выдержать 21-25 дней для того, чтобы клещ вышел, чтобы до последнего трутня повыходило, и тогда вы можете, как говорится, бахнуть. Так вот, ребятки, значит, в данной семье безрасплодный период был. Здесь сейчас на данный момент еще нет матки, но там есть еще печатный расплод. Значит, я обработал семьи. Вот у меня здесь, не знаю, видно в кадре на данный момент или нет, в дне есть вот такие вот болты. Закручены специальные пробки. Я, может, позже покажу. В каждом улье, где нету, буду доделывать. Я открываю это отверстие, и сзади, чтобы не беспокоить пчел, через литок я закрываю, я таким образом обрабатываю щавелевой кислотой. Но в этом году она не сработала, поэтому в качестве такого отчета и рекомендаций вам, я не знаю, хочу, чтобы вы просто поделились своим опытом, как у вас, кто обрабатывает щавелькой, сработала или нет, и каким способом вы ее давали в семьи. Путем опрыскивания или же сублиматором. Я делал сублиматором, проходил тут целый час ночью в противогазе, и ничего у меня не получилось. Было там в некоторых семьях 4-5 клещей, не больше. В одной какой-то было 10. А так в основном вообще ни одного. Но это же не говорит о том, что его нет. И после сублиматора я применил муравьинку. И вот после муравьиной кислоты вот такой вот результат. Покажу и кислоту, и способ, которым я делал. Сама кислота у меня в этом году выглядит вот так. Показываю этикетку. Значит, купил. До 28 года она действует, годная. Не оставляйте в светлом месте, хранить нужно в темноте. И взял еще в этом году вот такие вот испарители. У меня есть круглые испарители, которые закручиваются. Можно просто в пластиковые крышечки. Мне эти очень понравились. Чем? Его ширина 8 мм в нижней части. И он свободно, без каких-то раздвиганий, дополнительных операций становится между рамок. Куда хотите. Между рамочек ставится и происходит испарение кислоты. Следующий момент, который я хочу вам рассказать, это количество, дозировка, которая сработала. И ну, как именно я ее применил в этом году, как приспособился, так сказать. Но сразу хочу предостеречь, как бы сделать такую оговорку, нужную оговорку. Вы делаете так, как говорит вам инструкция, ваш там личный опыт, внутренний голос. И обязательно, что бы вы ни делали, по моим рекомендациям или по чьим-либо еще, проверяете свой препарат, свои устройства на своих семьях, 1-2 семьи. И только после этого можете принимать решение. Я сделал именно так. Я взял по рекомендации. Рекомендую, там я нашел разные, абсолютно разные источники. Кстати, вы можете также посмотреть вот эти пару видео, о которых я говорил в начале
видео по химическим препаратам, разным обработкам, их остаткам и так далее, они вот на экране. Там тоже очень много говорится и о дозировке, и различных нюансах. И что я заметил? Разные литературы, разные источники, статьи, инструкции говорят о разном количестве. Хотя концентрация у нас 85% муравьиной кислоты. Концентрацию нашел от 20 до 40 и даже до 60 миллилитров на семью. Я взял шприц, продозировал такие испарители. В один испаритель помещается ровно 20 миллилитров. 10 сюда и 10 сюда. То есть больше 20 сюда не нальешь. Стало интересно, почему же так? Ну, нюанс, конечно, в том, что если больше не нальешь, значит, наверное, чем-то руководствовались, когда их делали. Можно же было сделать его вот таким вот, тогда бы влазило в 2 раза больше. Кроме того, если так ставить, то площадь испарения выше. То есть мы еще здесь в кислоте говорим не только о количестве вещества, но еще и о количестве там в минуту, в час, в сутки. Да? Почему? Потому что не одинаковое количество вещества может испариться. Если мы нальем в крышечку пластиковую с обычной банки, то интенсивность испарения будет выше, чем через этот. Площадь испарения больше. Также площадь испарения зависит от температуры. Сразу же делаю оговорочку на температуре. Обрабатывать муравьинкой это во всех источниках информация такая не выше 25 градусов. Поэтому вот сейчас началась жара, пекло. Я поубирал эти вещи. Ну, они там где стоят, но без кислоты. Не наливаю, потому что все-таки при сильной жаре гибели пчел не происходит. Сразу говорю, у меня там есть слабенькие отводочки. Я им ставил прям в ящик, наливал 10 миллилитров, ставил и даже немножко крышку приоткрывал, смотрел на их реакцию. Ну, при потеплении, так сказать, дневном зное, они просто вылазили и цеплялись за подставку под ульем. Ну, не все, конечно, пчелы. Но эффект шикарный. Везде клеща полно, везде он посыпался. Значит, я пришел к такому выводу. Вернемся к концентрации и дозированию вот этими штучками. Когда я поставил, у меня же, видите, конструкция. В основном там 1-2 магазина. Есть мед и есть гнездо. Где клещ? Клещ у меня в этом году в тех семьях, которые безрасплодный период, я там в группу свою в Телеграме скидывал, ребятам смотрели, клещ у меня ползает прям по медовым рамкам. Внизу в гнезде уже нет расплода, пчела, естественно, ползает везде, клещ лазит по всему гнезду, и он просто ищет, где бы спастись, нюхает, беру мед на откачку, есть одиночно, клещ сидит на медовых рамках, прямо на запечатанном забрусе рамки, бегает живой, не контуженный. Это без обработок. Поэтому логично поставить просто вверх, да, чтобы не снимать магазины. В верхней части на медовый магазин поставил и все. Сделал так, результат, ну, не такой был, как. Значит, сделал таким образом. Вот это 20 миллилитров ставлю в гнездо и ставлю в магазин. То есть я пришел к выводу на своем опыте со своими концентрациями и так далее. Гнездо 20 и медовый магазин 20. Пчелы себя чувствуют прекрасно, никакого выкучивания нет, нет каких-то там, ну, короче, все нормально. Гнездо и магазин по 20. Таким образом поставил, вот результат за один день, ну, здесь, ну, море клеща, просто море. Причем в семье еще есть расплод. Также в слабеньких семьях там есть такие, которые тоже 10-20, я не считал, потому что есть мусор определенный и так далее, но клещ сыпется, и если не проводить эту обработку, то он, понятное дело, доживет весь своей популяцией до августа месяца, до осени, и будет потом печальный результат. Жара стоит, сменяется прохладными, конечно, ночами иногда, но такая температура, она сейчас вот как раз способствует бурному развитию клеща. Поэтому с клещом обязательно нужно бороться. Ищите свой метод, пробуйте щавельку, пробуйте муравьинку. Остальные методы не рекомендую, потому что они повлияют на товарный мед. Хочу также предостережения вам такие сказать. В тех семьях, где я меняю маток, и матки находятся в пересылочных клеточках. Если матка в пересылочной клеточке или находится в изоляторе в виде сеточного такого колпачка под колпачком, не применяйте обработку кислотой, потому что там она сжата в определенном пространстве. Если пойдет каким-то образом внутренними потоками вещество сюда, то мы можем потерять матку. У меня случаев таких не было, но я всегда делаю так. Если матка
свободно перемещается по гнезду, тогда можно что-то применять. Если матка изолирована, то ничего не применяйте, потому что пчелы в клеточке не смогут вентилировать и создать необходимые безопасные условия для матки. Лучше всего вообще проводить на старых матках, обработать и потом заменить на молодых. Так вы обезопасите вообще семью от потери матки, от каких-то негативных влияний кислоты на нее. Также просто показываю результаты этого года. На экране вы видите, как я достал рамку из семьи, в которой матка, так сказать, не кондиция, там несколько трутней посеяла и больше нет расплода. И клещ из-за того, что это рой, прилетел, и в рое не было, понятное дело, расплода, клещ, который был, он собрался весь на этом трутне, жадно, по 4, по 5 штук, по 6 позалазил в ячейки, причем был даже и не только внизу, но и сверху, что еще раз доказывает эффективность также очистки семьи от клеща путем подставления расплодных рамок, трутовых рамок, вырезания трутового расплода. Таким образом тоже можно побороться. Тем более сейчас у нас на календаре 5 июля, сезон еще в самом разгаре, еще, можно так сказать, экватор, поэтому обработочка сейчас, даже 2-3 снятых клеща, это уже популяция минус там через месяц 30, 40, 300 клещей в зависимости от окружающих условий. Ну и остается последний, наверное, вопрос, сколько дней применять. Рекомендую 3 дня. Я, значит, хочу еще сказать, что вся кислота не испаряется из этого испарителя за сутки. Я нигде еще ни в одной семье не видел, чтобы там прям испарилось полностью 100%. Относительно сетчатых доньев, я их закрываю, понятное дело, чтобы кислота тяжелая, испаряясь, она уходит вниз, чтобы она не уходила через дно сетку. Верхний литок закрыт, нижний открыт. И вот эти испарители стоят вверху рамок, поверх рамок. Таким образом получается вот такой эффект. В некоторых семьях у меня там матки пережидали определенное время, стояли в медовом магазине, в клеточке пересылочной, но с ними тоже все было нормально. То есть такой опыт тоже есть. На этом будем заканчивать. Желаю вам здоровья, вашим пчелкам, низкой закрещенности, больших медосборов, мира и здоровья. С вами был Виктор. Всем удачи, всем пока.